Добрый день. Правильный выбор. More justice and less differences between rich and poor. Politicians are representatives of the people. Это тот чувак, который украл очки. Если честно, у меня еще есть немного сомнений. Я не уверена, что те, за кого я буду голосовать, они прямо хороши. Привет, меня зовут Аня. Мне 28 лет. Я родилась и выросла в очень красивой стране, в которой никогда не было настоящих честных выборов. Теперь я живу в другой, не менее красивой стране. Стране великолепных фьордов и парламентской демократии. В сентябре 23 года здесь проходили региональные и местные выборы. Это были мои первые честные выборы, и мне очень хотелось разобраться, как же они на самом деле проходят. Этот фильм как раз об этом. Иду я после работы и решила, что я должна участвовать в выборах в этом году. Ну, не меня будут выбирать, а я буду выбираться. И буду это все записывать. Посмотрим, к чему это все приведет. Я хочу сделать дневник избирателя. Короче, я буду записывать то, как я буду участвовать в выборах как голосующий. Ты можешь со мной вместе это делать, если хочешь. Что это значит? Ну, то есть, значит, я хочу сделать фильм. Дневник избирателя. Фрэм, я не согласен с крайне правой политикой ФРП, это шутка была. Итак, окей, Даня упомянул партию Прогресса. Но вообще это одна из многих партий в Норвегии. И в Осло в 23 году в выборах принимает участие 21 партия. Их можно условно разделить на левые и правые. Партия Прогресса как раз находится в правой части этого спектра. А мне предстоит понять, за какую из этих партий стоит голосовать. Я решила во всем как следует разобраться. Но отложила это на последний момент. Начался сентябрь. Выборы напирали. Город начал наполняться кабинками для предварительного голосования, длинными очередями в них и ощущением праздника. А мой почтовый ящик рекламными бюллетенями и письмами о том, когда и как я могу проголосовать. Агитация была везде. На улицах, в метро и даже в лесу. Особенно напирала партия МДГ, или «Зеленые». Они в своей предвыборной кампании не гнушались заманить избирателей в переполненных автобусах с скидками на проездной. Грязный ход борцов за чистый воздух. А эти ребята поймали меня, пока я переходила дорогу, и выдали мне этот бюллетень с информацией о том, когда и где я могу проголосовать. Казалось, что вся страна хотела от меня проявления гражданской позиции. Но какая она, моя позиция? Идет.
Сосисочная. Я думаю, идет. Да, буду голосовать за партию прогресса. Они достаточно справа, скажем так, самые правые из тех, кто может пройти. А почему? Ну, что они такое предлагают? А, Сложно сказать, сложно выделить что-то одно, потому что их предложения касаются многих сфер. То есть, когда я принимал решение, я основывался в основном на том, чем я планирую заниматься в ближайшие 4 года, живя в Осло. И поэтому, да, для меня были важны аспекты как жилищной застройки, так и налогообложения, так и количество велодорожек, обратная корреляция. Так и поэтому, да, так получилось, что за них. Плюс к тому же хочется в том цикле, в котором нам предстоит жить, немного отбалансировать зеленый и красный край спектра, который сейчас присутствует в городском управлении. Я проголосовала за Венстре, за левых. А почему? Тяжелый вопрос. В Норвегии очень много партий, прям слишком много. И когда ты голосуешь первый раз, то тебе нужно как бы в этом всем разобраться и понять, что к чему. Я читала программы разных партий, пыталась сравнить, чем они вообще отличаются, потому что берешь, например, Венстре и Høyre, левую и правую, ожидаешь, что они будут прям сильно отличаться, но на самом деле они обе достаточно центристские, и у них очень много пересекающихся вещей. Поэтому что я сделала? Я пошла в закон, против которого я очень сильно выступаю, и посмотрела, кто тогда проголосовал против. Закон о студентах из третьих стран, которые с этого года должны платить за обучение. Я считаю, что это очень неправильно для Норвегии, в том числе для студентов с третьих стран, очевидно. Поэтому, да, я посмотрела, кто проголосовал против принятия этого закона. Венстре была в этом списке, и я решила, что, да, в остальном мне нравится их программа, так что я с удовольствием за них проголосую в этот раз. Но я уже проголосовал. Мы проголосовали вместе с Таней за правых. Почему проголосовали за правых? Потому что у меня как бы было две цели на выборах. Во-первых, это проявить гражданскую позицию, да, потому что если не голосовал, я не могу жаловаться на жаловаться типа на власть, да, если они что-то делают не так, потому что как бы я не принимал участие в выборе этой власти. Вторая цель: я не хотел, чтобы к власти пришли зеленые. Во-первых, мой бывший босс на это очень жаловался. Я знаю много кейсов, где они прям факапили. Во-вторых, мне не нравится то, как они делали промоушен. Например, они сделали дешевле проездной в Осло. Да, они там спустили 300 крон, это 30 евро, грубо говоря. Но, во-первых, они не сказали, откуда они берут эти деньги. То есть бюджет как бы общий, он не увеличился. То есть логично предположить, что они откуда эти деньги возьмут, типа с какого-то другого источника. Как бы непонятно, откуда они возьмут. Во-вторых, они 2 года назад, когда этот законопроект предлагали, они проголосовали против него. И сейчас они это используют на то, чтобы как бы рекламировать, что вот они такие типа хорошие. Вот. Еще одна штука про зеленых. То, что они на прошлой неделе, 2 недели назад, как бы, как и в всех странах, тебе приходит много рекламы, да, от разных партий. И они кладут это в поштовый вот эту ящик. И как бы все отправляли типа маленький такой буклет на каком-то несчастной бумаге, которая типа 10 раз уже там переработалась и так далее. Но зеленые отправили вот такую газету на такой восковой типа глянцевой бумаге, которую типа в принципе тяжело перерабатывать, и как бы понятно, что она не была переработана до этого. И они как бы позиционируют себя как за экологию, типа за всех. Поэтому как бы хорошая мотивация была пойти на выборы, чтобы вот они не набрали много голосов. Потому что как бы вот их точно не хотим, а остальных, плюс-минус нормально. Да, и еще одна. То, что нам понравилось, что вот у нас в селе правые предлагают сделать хорошую транспортную развязку, то есть они предлагают сделать как бы туннель под городом, чтобы разгрузить дорогу. Вот, и они предлагают сделать туннель под городом, чтобы разгрузить дорогу. Во-первых, это как бы хорошо, потому что мы там живем, там будет меньше трафика, как бы легче дышать. Во-вторых, как бы цены на недвижимость тоже должны расти, поэтому как бы для нас такой небольшой бенефит. Завтра собираюсь голосовать за
партию, которая называется Рёд, партия красных. Это самая радикальная, но системная партия в парламенте Норвегии. Могу наврать, но порядка 6% у них примерно. Я не совсем согласна в их программе, даже достаточно со многими вещами я не согласна, но я голосую более стратегически, так скажем, потому что мне кажется, что хорошо, что будет более левые делегаты в целом левой фракции, потому что Арбадепартия или Рабочая партия имеет самый большой вес, но они достаточно консервативны, хотя и называют себя социал-демократами. А ты слышала про скандал с Моксусом, что он украл очки? Да. Что ты думаешь по этому поводу? Вообще, конечно, ситуация просто совершенно безумная и очень норвежская. Эта ситуация — это прям показатель норвежской политики. Чувак, который правил партией 10 лет, красавчик безумный, он в аэропорту украл очки Hugo Boss. Типа там 1000 с чем-то крон они стоили. Вот. И потом на камере это все проследили, предъявили, как так. Он сначала что-то говорил, что типа я забыл заплатить, нечаянно положил. 3 недели был на больничном, потом сознался, что он действительно их украл, и он сказал, что он уходит. Он оставляет свою партию. Я надеюсь, что он все-таки вернется и, наверное, со своей криптоманией что-нибудь будет делать. Но это интересно. Я не уверена, что это прям очень сильно повлияет на их показатели. Посмотрим. Ну, то для тебя это не изменило отношение? Нет, не изменило. Но, опять же, потому что я голосую все-таки не конкретно именно за эту партию, а за коалицию левых, чтобы в ней были представители от партии наиболее радикальной. Они даже, в общем-то, они не коммунисты, они скорее более радикальные социал-демократы. Да, я уже проголосовала, и я это сделала заранее, потому что мне кажется, что все будут откладывать все дальше и дальше, и до последнего дня так тянуть, стоять в очереди я не хотела. И это очень здорово, что можно проголосовать заранее. У меня прям тут будочка рядом через дорогу, поэтому я выбрала замечательный солнечный субботний день, нарядилась. Конечно, меня не встречали пирожками и песнями, но я пришла туда, и там были замечательные собачки, и вообще настроение было очень радостное. Готовиться к выборам действительно... многие подходят к этому так, это очень ответственно, нужно прочитать там программы, нужно послушать дебаты и прочее, и действительно здесь люди хоть и не сильно любят говорить про выборы, там, обсуждать как-то конкретику, но любят пообсуждать и любят быть подкованными в позиции партий. И это действительно не так просто разобраться, потому что партий 21. И мы знаем основные, но мы, к сожалению, не все знают некоторые маленькие партии. Многие наслышаны про партии с смешными именами, типа Бумпенгер, Партиет и прочее, но кто знает их программу? В общем, это действительно непросто, и погрузиться в программу партии очень непросто, поэтому, конечно, очень многие используют Волгомат, или если я правильно да, это вот тест от НРКО, и это на самом деле очень прикольная штука, то есть можно выбрать темы, которые тебя интересуют. И если, например, у меня нет детей, и меня не сильно интересует школьная политика, я просто не выбираю эту тему, потому что мало того, что я не разбираюсь в ней особо, мне это не сильно интересно, хотя, безусловно, это очень важно. Вот. Можно выбрать темы от достаточно бытовых, строительства, озеленения, заканчивая более глобальными, масштабными, как международная политика и вопросы а-ля стоит ли Норвегии выйти из НАТО или там, из Европейского экономического сообщества. Темы многолетние и очень обсуждаемые. То, что муниципальное. Да, вот очень интересно, что это... действительно, тебе хочется, чтобы твой кандидат, его мнение с тобой совпадало. И это очень интересно, что именно Волгомат, он выдает тебе процент, насколько твое мнение совпадает с тем или иным кандидатом из той или иной партии. И разброс может быть великим. Но это, правда, очень интересно. Если для тебя важна позиция кандидата не только по озеленению города, но и по международной политике, но не всегда ли так просто найти, на самом деле, именно того, который будет с тобой полностью совпадать. Не просто, например, понять, что, собственно говоря, что нужно
для твоего конкретно района, на чем нужно сосредоточиться, то есть здесь тоже надо как-то участвовать, наверное, в местных Facebook-группах в твоем районе, чтобы понять, что вот это здание напротив моего дома, они сейчас думают, что с ним сделать, потому что оно старое, его нужно как-то менять, его нужно как-то обновлять, что они из него хотят сделать, социальный центр, либо детский садик, либо что-то еще. И это действительно, это вопрос, видимо, местный, да, именно моего района. То есть, и ты видишь, как эта демократия работает, то есть ты видишь действительно результаты. Но на самом деле иногда сложно найти партию либо кандидата, у которого будет здоровый баланс. То есть который будет, да, за озеленение города, да, за минимизацию выбросов, но при этом будет трезво подходить к экономической ситуации. То есть, да, не всегда так просто взять и запретить одним днем бензиновые автомобили в центре города. И прочее. То есть некоторые кандидаты либо партии имеют более какие-то радикальные подходы, кто-то менее радикальные подходы. То есть здесь сложно. И, в общем, Волгомат, мне кажется, помогает очень со многими вопросами, но тоже не всегда. Ясно. Но ты не будешь делиться, за кого ты проголосовала? Нет, я считаю, что тайное голосование – это очень важно. Да. Ну что ж, по совету Таи идем использовать Волгомат. Гуглим Волгомат, заходим на сайт, выбираем язык, на котором будем работать. В Норвегии 3 официальных языка, но мы с вами переведем все автопереводом на русский. Вводим коммуну, в которой я живу. Это Осло. Выбираем 3 основные темы, которые нас больше всего волнуют. Для меня это окружающая среда и экология, социальное неравенство и образование. Дальше нам предоставляется утверждение, и мы можем с ним согласиться или не согласиться. Мы должны понять, где мы находимся на шкале согласия с этим утверждением. И когда мы выбираем, где мы находимся, мы можем увидеть, какие партии разделяют с нами нашу точку зрения. Очень еще интересно, что если пролистать вниз, можно прочитать аргументацию за и против. Идем дальше, отвечаем на следующий вопрос. Да, я считаю, что бесплатное питание в школе – это очень важно, но я могу почитать, почему кто-то считает иначе. Точно так же я прохожу все вопросы, и в конце концов мне предоставляется мой результат. Это партии, за которые мне, возможно, стоит проголосовать. Таня. Слышишь? Таня. В общем, мне, больше всего подходит... Ты очень красиво выглядишь. Спасибо. Мне больше всего подходит партия Центрум, центральная. Партия Центрум. Потом Милjöpartiet de Grønne и 3-я Венстре. А потом у меня все партии... У меня тоже куча странных. А ты какой проходил? Левые скорее. Я думаю, что я буду, наверное, за Венстре тогда, за левых. Или за центральную. Но вот надо съездить и с ними поболтать. Позадавать им вопросики. Мы вышли в город, чтобы пообщаться с политиками. И первые, на кого мы наткнулись, оказались зеленые. На сей раз они соблазняли меня своими яблочками. Итак, as I described you already briefly, I don't know really for whom should I vote. So I wonder what are the reasons for me to vote for Green Party? Well, the Green Party, we of course want to get the climate emissions down. That's the main thing. Take care of nature and get the climate emissions down. One very good example is that we've electrified all the public transport in Oslo. We used to have diesel buses and diesel ferries, but now they're all electrified. This pushes the technology in the right direction, also national technology. When we are going to construct something, construct a park or something like that, we put in our tenders that it has to be electrified transports. So that's two very good examples of how
we're cutting emissions. How do we see the how do we see the budget? Well, that's a good question. I think there's going to be there has to be a change in how we think the economy as well. We're a very sort of oil-powered country. That's a difficult question, actually. But I think there's going to be a lot of jobs in green technology, and you can see the shift going on in the south of Europe in the sun industry and so on. So I think I think one thing is we're also maybe got to sort of in Norway, which is a very high standard of living. Maybe we have to sort of stress a little less and work less and have a more stress. Don't consume so much stuff. I think that's also important. That we have to reduce our consumption, which is both good for our hearts, but also good for nature. So I think that's one thing we've got to think about. But I mean, reduction of consumption has to be fair. I mean, not everybody can reduce their consumption. So one of the things we want is that we have that everybody has a guaranteed income of Like low a basic income. Yeah. So so that would save money on all the social help. I mean, you'd wouldn't use so much money in the bureaucracy, and that would sort of give people a dignity. So, but there has to be a lot more fairer distribution of wealth. I think that's one of the main things. It's also the richest people that consume the most and use most emissions. So they have to reduce their consumption and emissions, and we have to move that over to have a fair distribution of wealth and emissions. Oh yes, of course. That's why we're here, because we want to listen to what people are thinking and what they want for the city, because we hopefully will be in power for the next 4 years. So then we want to know what do you think about this? Where do you want a new park? What's affecting your life? So I think that's really important, because politicians are representatives of the people. So you've got to sort of listen to what people are wondering about in their life and what they're, yeah. Не до конца удовлетворившись разговором с зелеными, мы отправились искать других политиков. На улице стояла суета большого города, и все куда-то очень спешили. И только агитаторы изучали спокойствие прекрасного и понятного. И тут мы увидели его. Это он, это тот чувак, который украл очки. Я понял. Что? Нет у меня козявки никакой. Выдохни сейчас. Yeah. Hello. Hello. I wonder why should I vote for Rødt Partiet? Well, our main cause is to have more justice and less differences between the rich and poor. So what we try to do is to develop and also defend the Scandinavian welfare system, where you are entitled to free education and free healthcare, no matter how much money you have. One point is to make sure that the welfare, the homes for the old people, the schools, kindergarten is public and not private. The second is to make it more cheap to travel with bus and tram and subway. And the third is to reduce the class inequalities in Oslo. Well, I think it's good to be a bit idealistic, to have some goals. Our party is a socialist party, so what we work for is a society where people
mean more than profit for the few billionaires. So, of course, we have some ideals, but what we do in practice, it's quite materialistic. It's about getting more money to the poor people, ensure not enough money to secure the welfare system, and also take care of the environment. Yeah, you mentioned money. I think it's very important, right? I wonder where the money should come from. From the rich, through a progressive taxation system, where if you have lots of money, you pay more tax, and if you don't have that much money, you pay less tax. And also, of course, to use some of the profits from oil and gas to also secure the infrastructure and the long-term investments in building the society. It's very interesting that you mentioned oil and gas while saying that we will take care of the environment. So I wonder, how do you see these both things working together? Well, Norway has become a rich country on exporting oil and gas, and also therefore exporting pollution and climate gases. So what we want to do is to have a plan to reduce the activity over some years in oil and gas, and build up new industry based on clean power from hydropower, which Norway has lots of. So that's important to have a more environmentally friendly society. Very nice. So this is the Liberal Party, Venstre. It's the oldest party in Norway. And our main focus in this election campaign is to fight for the climate change, to cut emissions. We want to have a school that is more designed for the students. We are a party that values the people and not the system. We think the system should be created for the people. In addition, we want to have a level of taxes that's not too much for businesses to make it. We want to make it easier for people, if you have a good idea, to just create a business and hire people and pay taxes and contribute to society. So in Oslo, we want to do our share to cut emissions by, for example, carbon capture and storage. We have a facility in Oslo for that, and we want to have more bike lanes so that people can take their bicycle to work. And maybe the most important thing for the climate in Oslo, we want to cut the price on bus tickets and sub tickets. So we want to decrease the level to just 500 kroner, 499. The parties that are running Oslo right now, they have spent a lot of money on unnecessary things, I think. For example, they have used a lot of money to buy kindergartens that are being run by private people, so not the municipality. They have used a lot of money to buy that, and buy also facilities for elderly care. So we would suggest that more privatization, where private people can run kindergartens and elderly care, so that we don't have to spend money on that. In addition, we also have, like, the municipality should also naturally provide welfare and have be in charge of schools and kindergartens and elderly care. But we don't think the solution is to use a lot of money from Oslo to buy the kindergartens from the private contributors. So we will get a lot of money if we just give it back and sell it back to private, and then we can use it on cutting. I talked about your party a little bit with my friends, and some of they say, like, I guess relatively common opinion that Venstre is not like a Venstre party, but more like central, that you like collaborate too much and not really like staying too hard on your like positions. What do you think about it? Yeah, no, that is just a saying from, long back, that Venstre doesn't have opinions on everything and can't make up their mind, but that has been way better the last 10, 20 years now. So we are a center-right party.
Our name is Venstre because we are the oldest party, and well, at that time it was the people on the right, and we just said we are making our first own party on the left. So our name is still a bit confusing to people maybe, but we are also a center-right party, and we like to take the best ideas from the left and from the right. But yeah, just if you get those two together, you get the best policies, I think. Добрый день. Правильный выбор. I think the reason you should vote for Høyre, there are many reasons, but I will give you 3 reasons. One is Høyre will allow private actors, private companies in kindergartens and in the elderly care. Currently, that is practically forbidden by the current city government. We would like to have more diversity and the possibility for people to choose which type of care or service they would prefer. And you will get this if you vote for Høyre, and we will get in the majority. And number 2 is the schools, because in the schools, the recent years, in primary school and upper primary schools, the results in basic education categories has decreased. So there is a lower level of competence in mathematics and in Norwegian. And we say in Høyre, we want to give priority to the most important subjects, and that is Norwegian and it's mathematics. And we would even like to give more salary to teachers to go to the schools with the lower results. And we will also evaluate and have tests to secure that we know what is the level of competence among students. And we also think that parents would like to have grades, a clear information from the schools on the status of their children's knowledge. And a third point, which we here in Gamle Oslo especially concerned with, is Norwegian competence amongst adults. So we have in our party program that we will have a special project to make better available Norwegian learning for adults in order to ensure, amongst other, that there is better communication between parents and the school. Because when parents have a lower level of knowledge in Norwegian, that might prove difficult for the children. And then we cannot sanction or give or punish those who have lower competence in Norwegian. We need to make it easier for adults to learn Norwegian and then to better integrate in the Norwegian society. What we will do is that we will look upon the current administration and we will make the current services with lower expense than what it is today. And we strongly believe that this is possible. We have seen that the spending in the city administration has grown a lot the recent years, and we think it's possible to reduce. We, amongst other, we will say that in each department, we require that they prepare a cut in their services, not because we want worse services, but because we want every part of the administration to see how can we be more efficient? How can we do this in a better way? How can we prioritize something higher with the consequence that something is prioritized down? And we think that this will make the public administration better. And another point, we will not give, for instance, AKS, the service that we have for children after the school hours. We will not make this free for all, like the current government would like to do. They would like to do AKS free for everybody, regardless of their income. We say that, well, if you have an income of over 2 million Norwegian krone in your household, we think that you should pay for this service so that it's not free for everybody. We would like it to be free for those with a lower income, and then we prioritize, and we have possibility to do more than the current city government because we prioritize the spending and prioritize the spending for those who have a greater need and not for those who have a lower need. So the classic critique of Høyre party is that this party for the rich and not for the poor. But out what you are saying, it seems like not really so. Could you please elaborate a bit more on this critique? Yeah, no, I'm leader of the local party here. I'm also in the national board of Høyre, and my key priority areas is social mobility, better conditions for those who have a difficult time, to avoid discrimination, and to ensure that everybody has an opportunity. And our slogan in the party is
opportunities for all, muligheter for alle. And we say that in order to make sure that there are opportunities for all, we need to make sure that children, regardless of their parents' income, of their parents' education, have the same opportunity. That is sort of the backbone of Høyre, but it also means that we have to priority. We have to prioritize schools where there are the lower results. We have to make sure that if you do a good results, you shall benefit from that. And we have as a prime approach that we would like that money should rather stay in the citizens' pocket than go to the government. So we are careful with our spending of the money of the people. And then we are good in making budgets. We are good in making budgets work, and we don't promise so much more than what we can deliver on. And sometimes we get criticized for that because we are not good enough, because we don't promise enough. The difference is that with Høyre, you have a higher knowledge, a higher security than what we promise will actually happen. While for most of the other parties here, they have promised a lot. They've promised a lot in the recent years, and the people don't experience that they deliver what they promise. So we will promise less, but we will keep our promises. Звучит просто замечательно. Но, если честно, после разговора с политиками у меня возникло еще больше вопросов, чем было раньше. Ну, вообще, в целом сложилось такое впечатление, что, да, что, конечно, тоже агитаторы работают по какой-то ограниченной повестке. Но это нормально, не все знают, и не все готовы по всем пунктам как-то замечательно, отлично работать и, соответственно, ответить. В общем, за какую из этих партий вы проголосовали? Ничего не понятно? Да. Только за консервативную не голосуйте лучше, мне вчера не нравится. Но у нас есть что почитать. Да. На Чистоте у них даже палатки нету. Было палатку у людей. Еще раз. Мне еду обещали. Ну что, Даня, какие у тебя впечатления после вчерашнего похода к политикам, разговоры с ними, разговоры с агитаторами? Ну, у Мокснеса плохо с ответами на вопросы по существу. Из тех, с кем мы общались, Венстре мне показались, может быть, потому что там был более молодой человек, менее глубокими в плане аргументации своей программы. А у Høyre я нашел небольшую дырку в программе, на которую они не смогли ответить, но в целом надо сказать, что Høyre звучали более целостно. Ой, смотри, оса. Смотрите. Оса. Суши ест. У меня сложилось впечатление не очень понятное, потому что мне показалось, что все очень зависит от того, с кем ты именно говоришь. Ну, то есть вот мы разговаривали с Венстре, которые мне кажутся самой подходящей мне партией, за которую я бы, скорее всего, проголосовала. Но там был парень, просто работник администрации этой партии. Он не политик. Ну, я думаю, поэтому Даня вот сейчас сказал, что он звучал не очень убедительно. Я думаю, что, возможно, просто потому, что он как бы... Ему не надо быть очень убедительным. А вот у Høyre, у правых, у них... С нами разговаривал прямо чувак, который политик.
И, возможно, поэтому нам показалось более убедительным то, что он говорит. Я сейчас немножко посидела, поизучала эти партии, так как мы сейчас все-таки пойдем с тобой голосовать после нашего с тобой приема пищи, и проверила по главным пунктам, которые меня волнуют, вот именно в Осло, партии, которые вошли в мой персональный шорт-лист. И это, например, партия правых, то же самое, как у тебя вчера после разговора с этим чуваком, потому что он так убедительно говорил. Вот. И, и Венстр, и так далее. И, например, партия правых, они одни единственная партия, которые вообще-то хотят снести Улевел Сикихюс, больницу, очень красивую, с очень классной зеленой территорией. Тогда не надо, наверное, за них голосовать, не надо эту больницу сносить. Очень красивая больница. Ну вот поэтому мне тоже так кажется из-за них, поэтому мне сразу же... Я не хочу поддерживать партию, которая снесет место, которое мне нравится. Ну вот, надо как-то принимать решение, что ли, нам с тобой, Даня. За кого мы будем голосовать в итоге? Определяться, находить свой островок в этом море непонятной информации и неясности того, что ждет в будущем, и надежды на то, что будущее будет прекрасным. Да. Да. Сказала, как отрезала, надо заметить. Ладно. Смотрите, какая счастливая, она идет на выборы. Самое главное, что ее голос на этих выборах будет что-то значить. Да, в этом-то и проблема. Выборы проходят в местной школе, и мы сейчас туда топаем. На улице прекрасная погода, небо стало ясным, почти как наше понимание того, за кого голосовать. Избиратель, который, наверное, отлынивает от голосования. Перед самой школой мы встретили девочек в футболках партии зеленых. Because we're the one party in Norway that actually puts climate first, no matter where and when. Also because we don't choose sides between fag og næringsliv. The industry. Yeah, between like good economy and taxes for the industry and getting more herregud, places to work for people, and the good social policies. So we also want to raise how much money the public gives to people who don't have that much to spend, and free after school activities for kids who don't have parents who can afford it, and free food in schools that's both healthy and good for the climate, and etc. Pretty cool. Еще они мне рассказали, что они находятся в списках кандидатов этой партии, и что я могу смело за них голосовать, если захочу. Аня, как ты себя чувствуешь? Ну, интересно. Первые выборы Норвегии, не хухры-мухры. И я не уверена, что те, за кого я буду голосовать, они прямо хороши. Если честно, у меня еще есть немного сомнений. Но я думаю, что надо с чего-то начать. И я думаю, что я должна буду после этого просто очень сильно за ними следить. Читать все, что они делают. Читать всю критику.
Потому что я прямо прочувствовала, что то, чего я знаю, этого не хватает. Нужно больше, нужно прям следить за этими партиями, особенно за теми, за кого потенциально ты бы мог голосовать, как мне кажется. Вот, но что есть, то есть. Мне показалось вот так вот сейчас в таком быстром очень темпе, при быстром просмотре, что они неплохи, соответствуют тому, чего я хочу, хотят делать то, чего я хочу, и поэтому я пойду за них сейчас голосовать. Вот, ну, волнительно. Но вообще ощущение немножко как будто бы перед экзаменом. Стоишь и ждешь чего-то, и немножко волнуешься. Я не очень уверена, что здесь можно снимать. Я, наверное, не буду это дальше делать. Там такой зал, похожий очень на школьный зал. Стандартный школьный зал. Ну что ж, вперед. Так забавно, тут неподалеку прямо в соседнюю дверь «Выборы в церковь» написано. Видимо, тут церковь тоже выбирает что-то, кого-то.